Всем привет! Сегодня в планах сделать технические работы по аквариуму. Подменка водички, почистить стеклышки, немножко растения проредить. Ну и потом посмотрим состояние аквариума, как что. Вот. Ну, начнем. Сейчас берем сальвинию сверху, чтобы она нам не мешала. Нарастает она, конечно, вообще в геометрической прогрессии, очень активно. Но, возможно, благодаря ей и нету никаких водорослей. Вообще, не помню, говорил уже, нет. Наверное, говорил, но еще раз повторюсь. Вот все плавающие на поверхности растения, они очень активно выедают все излишки питательных веществ, которые могли бы идти на питание водорослям. То есть, если растения не столь активно растут, а есть избыток питания, значит будут расти водоросли. Ну и чем мне нравится сальвиния, то что у меня раньше был лимнобиум и пистия. Но они все такие крупные растения. Корневая система очень развивается, доходила аж до грунта. Ну, в общем, не очень удобно все переплетается. А у этих корешки маленькие, на поверхности плавают и сильно не создают проблем. Так, теперь стеклышки почистим при помощи пластиковой карточки. Тут никакой премудрости нету. И то, вот знаете, такое не водорослевое обрастание, то есть они не зеленеют стекла, ничего, а просто такой, как пыльный такой, что ли, налет. Так, стекла мы почистили. Теперь сольем порядка 4 литров воды. Наш дежурный шланг. Напишите в комментариях, что это за шланг. Так, слили. Так, теперь сделаем воду, которую будем заливать. Вот 5-литровая канистра. Ну, тут, наверное, 4 литра. Я не занимаюсь супер точными вымеряниями. Приблизительно. Вот, напоминаю, такой у меня реминерализатор. Идет расход 3 мл на 5 литров воды. При такой дозировке получается GH 5 водичка. Вот. Нам это подходит. Так, на 4 литра нам, получается, надо
Ну, примерно там 3 миллилитра, да. Так, сделали. Это буквально вот чуть-чуть. Чем мне нравится жидкий реминерализатор, что это все очень быстро происходит. Ну, сам замес воды. Все, залили. Буквально взболтали. И все. Не надо ждать, когда там соль растворится. Ну, в принципе, как бы соль тоже недолго растворяется, но тем не менее. Все. Водичку сделали. Можно попробовать замерить ТДС метром, что у нас получилось. Была 0,07 до реминерализатора. Так, как бы так, чтобы было видно. Замеряем. 320. Ну, даже многовато получилось. Ну, будет нормально, так как потом подливы делаю чистым осмосом. Короче, ну, подмешается и будет нормально. А в аквариуме у нас водичка какая? Вон, 159. Не видно? 159. Сейчас зальем и замеряем, сколько получится в итоге. Так, как бы так поаккуратней это сделать. Лью на фильтр, чтобы не размывать грунт. Все вылили. Немножко переборщил я с сливом. Нужно было немножко меньше слить. Но опять же у нас все ж на глаз. Как это? Аквариумистика на коленке. 2000 years later. Продолжим наш рассказ. Мы же, как всегда, подготовились серьезно к видеосъемке, поэтому предварительно батарея села, видео прервалось, но как обычно. Ладно, продолжим. Воду мы поменяли, стекла почистили. Так, я обещал показать, какая получилась водичка по итогу в аквариуме. Так, включаем.
198. Отлично. Это у нас есть. Так, вот это тут сразу покажу, как тут кочка Монте-Карло разрослась. Креветки тут стабильно пасутся на ней. Нормально. Заодно и течение не сильно по поверхности бьет. В общем, она тут приросла так нормально на фильтре. Это на флейте она тут, вот с фильтра флейта выходит. И сверху это кочечка. Так. Кстати, там и мальки тоже креветок прячутся. Что я хочу сказать, мальков тут, ну, наверное, от силы до 5 штук, не больше. Кристаллов. Видел я их, они уже такие нормально подросшие. Ну, вот они там в основном в этой кочке Монте-Карло тусят. Вот, так уже подросли. Ну, сейчас вот показать и не видно. Вон тут доспехи скинули креветки. Призрак креветки лежит. Так, вот эти червячки на месте. Ну, стало их меньше. В общем, как мне подсказали тут местные аквариумисты, это так называемые светлячки, червячки эти называются. Заверяют, что они полностью безобидные для креветок, являются кормом для рыбок. Но эти разборки их не берут, потому что ну, они по дну вообще не обращают никакого внимания. Почему их не выедают сомики, так, как же они, пигмеи? Ну, не знаю, во-первых, их тут 2 или 3 штучки осталось. И я вообще не вижу, как они что-либо едят. Может, потихоньку они их там и подлавливают. Ну, как-то так. Короче, никто никому не мешает. Они живут. Вроде как говорят, что даже они очень даже полезные для аквариума. Так, по состоянию растений. Вот растения мне как-то очень не нравятся. Смотрите, видите, стаурогин вообще в плачевном состоянии. Только макушки видны. Ну, мне кажется, что не хватает и света, и питания. Вот то, что я в начале видео рассказывал насчет этой сальвинии. Вот как есть плюсы в ней, так вот и минусы. То есть, ну, когда ее сильно много, вот постоянно она у меня затягивает поверхность. Мне все время ее жалко выгребать, выкидывать. Вот, ну и тем самым вот и свет загораживает, и, видимо, выедает и так тут не богатые питательные вещества. Что я думаю? Ну, желательно было бы сюда все-таки начать уже добавлять какие-то удобрения для креветочников. Ну и, не знаю, увеличить свет. Ну, возможно. Вот. Людвигия вот тоже там такая вообще замученная. Вообще вся длинностебелька, вот, ну, нижняя все сбрасывает листья, тянется кверху. Ну и тоже вот Людвигия, она просто в такой стагнации находится вообще, она не растет, на месте находится. Пацефаландры себя чувствуют хорошо. Вот, как-то так. И еще хотел показать, вот добавим
такую штучку, которую я купил. Тут минералы. Опять же, вот удобно то, что раньше у меня эти минералы были в виде порошка. Сейчас вот они в виде капелек, уже удобно вносить. Что тут по дозировке? 1 капля на 2 литра воды. 1 раз в неделю. У нас тут считаем чистыми, наверное, литров 15, не больше. То есть, ну там 7-8 капелек нужно внести на этот аквариум. Сейчас мы ее сболтаем и внесем. Так. Такая белесые капельки. 1, 2, 3, 4. Вот видите, в этих капельках такие, как порошочек, разносятся. Так, 4 было, да? 5, 6, 7, 8. Все, сейчас они течением разнесется. То, что на грунт падает, креветочки подъедают. Это все, эти минералы полезны для образования нормального панциря, линька, чтобы проходила нормально. Ну, в общем, для жизнеобеспечения креветок. На запах, кстати, напоминает, как эти детские акварельные краски. Не знаю, может, краски накапал в аквариум. Вот так на сегодняшний день выглядит аквариум. Кстати, вот тут еще обновочка. Купил розочку комнатную. Кто цветоводы, знатоки, подскажите, когда там, что нужно с ней сейчас сделать. Нужно ли цветочки уже сухие, но бутоны еще зеленоватые. Нужно ли их сейчас обрезать, когда там пересаживать. Ну, вкратце там какие-то советы дайте. Так, ну будем, наверное, прощаться. И так затянулось видео. Ставим лайки. Пишем комментарии. Подписываемся, кто еще не подписался. Всем всего доброго. До новых встреч. Пока.